Всем привет, друзья! В данном видео хочу вам рассказать и наглядно показать на этой трубе, труба у нас сотая, как научиться варить начинающему сварщику, именно электросваркой. Сварить мы будем трубы, так как умея варить трубы для отопления, допустим, водопровода или других коммуникаций, вы не останетесь без заработка. Эта профессия довольно-таки оплачиваемая и востребованная. А умея варить трубы, остальное уже придет с опытом, будь то сварка заборов из профиля или металлоконструкций. Все в ваших руках, в общем, лишь бы было желание и стремление к познанию чего-то нового для себя. Итак, что же у нас идет в комплекте со сварочным аппаратом? Это земля, которую вы цепляете. Вот, допустим, кусок трубы мы варим. Вы цепляете за одну сторону, либо у вас металлический стол, а сюда вставляем электрод. Важно электрод вставлять, сейчас покажу. Вот здесь пазы, чтобы оголенный металл, вот оголенный металл без обмазки, вот вставлялся сюда, прям в эти пазы, чтобы он зажимался, чтобы у вас электрод никуда не гулял. Так, что же вам понадобится для сварки? Это краги. Вот такой вот сварочный аппарат. Если будете покупать, покупайте с циферблатом, потому что с циферблатом поудобнее. Маска сварщика, в моем случае это хамелеон фубак. В общем, с ней будет поудобнее. Которая маска идет в комплекте со сварочным аппаратом, лучше не варить ей. И, конечно же, электроды. Электроды есабовские, тройка. Вот такие вот. Вот такой артикул. Это самые удобные для новичков электроды. Они мягко варят. Самые, я думаю, удобные. ОЗС-12 написано на них. Итак, с первым, с чем вы столкнетесь, это как зажечь дугу, саму дугу. Некоторые начинают так тыкать туда-сюда электродом, у вас бывает залипает. Для новичков я всегда рекомендую сделать просто как спичкой, чирканье. Как вы спичку зажигаете, так же проводите около стыка, который будет сваривать, и переходите постепенно туда. Варить всегда будем с отрывом. Для новичка без отрыва варить это вы не научитесь, я думаю, изначально, с нулевыми знаниями. Для начала мы берем вот такую вот трубу сотку. В вашем случае может быть 80-ка. Ну, меньше, я не думаю, не надо диаметр меньше уменьшать. Просто кусок там метровый даже возьмите. У меня просто для примера лежит сантиметров 25, наверное, тут. Вы же возьмите там метровый кусок и изрежьте, вот как я, всю трубу. Через каждые 2 сантиметра, там, грубо говоря. И каждой прорези вы будете варить. Заваривать. И вы увидите, как у вас будет отличаться первый шов, который вы варили. И если вы пойдете поочередно, какой уже у вас будет последний шов. И вы сравните просто. Здесь у вас будет где-то прожгливо, где-то еще что-то, где-то не проварили. А в конце у вас уже будет поинтереснее, что все равно не такой хороший, но, по крайней мере, лучше, чем первый. Настройте под себя ток. Ну, ток я бы для новичков, наверное, 90-80. Такое напряжение бы выставил для начала. А там у каждого, конечно, свой вкус, не знаю, но я бы рекомендовал 80-90. Ну, делайте золотую середину, 85 поставьте. Если будет прилипать электрод, значит, чуть побольше сделайте. Если, в общем, сильное напряжение вы поставите, у вас будет прожигать металл. Если слабое напряжение, у вас будет прилипать электрод. Вот и все. Это первоначально, что самые явные такие признаки. Итак, первое упражнение, это просто проводим на листе железа, у меня сантиметровый лист, просто проводим электродом такую вот полоску. Это упражнение делается для того, чтобы понимать, чтобы отличить шлак от металла. То есть, как будете вести, будете понимать. Раз, два, три, несколько линий сделайте, и уже более-менее сориентируйтесь.
Итак, после того, как мы практиковались на куске металла, теперь приступаем к сварке самой трубы. Видите, у меня здесь два прореза. Первый прорез вы делаете стык на себя, то есть крутите трубу на себя, либо наоборот, вот сюда. А второй стык на себя. То есть пробуйте и так, и так. И так у вас должна быть труба вся изрезана. В конце у вас уже будет лучший результат, чем в начале.
Вот такой результат у нас получился после того, как я отбил шлак и зачистил стыки для наглядной картинки. Чтобы не затягивать видео, полностью не стал показывать, как варить поворотные стыки, просто показав процесс сварки каждого стыка по одному электроду. В общем, вот такими двумя упражнениями вам надо просто-напросто набить руку, а дальше уже приступить к следующим этапам обучения в сварочном деле. Если видео зайдет и данная тематика будет интересна, то продолжу снимать подобные ролики. Пишите в комментариях, что вас интересует, задавайте вопросы. На все постараюсь ответить по мере возможности. Данным способом учили меня, постепенно подпуская к сварке заготовок, отводов, переходов. Как только набил руку, уже подпустили меня к сварке неповоротных стыков. Об этом я расскажу в следующем видео. В общем, желаю вам успехов в освоении новой профессии, больше практики и стремления в новых начинаниях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.